Щенок с необычным окрасом ходил по улице, иногда попросту бросаясь под ноги прохожим, в попытках обратить на себя внимание и выпросить хоть немного еды. Люди сторонились животного, обходя его стороной и не обращая внимания на его страдания. Дождь и мороз быстро сковывали тротуары льдом, щенок также насквозь промок и начал покрываться ледяной коркой. Чтобы получить хоть немного еды, малыш подошел к женщине, но вместо того, чтобы угостить чем-то малыша, женщина достала телефон, сделала снимок щенка и пошла дальше. Щенок бегал по тротуару, пытаясь привлечь к себе внимание, но у него ничего не получалось. Было видно, что этого кроху лишь недавно оторвали от мамы, и он совсем не умеет выживать самостоятельно. Вот только люди не стремились ему помочь, а они останавливались лишь за тем, чтобы повнимательнее рассмотреть его необычный окрас, а затем шли дальше. Малышу повезло, ведь в этот день он все же встретил девушку, которая не осталась равнодушной к его несчастьям. Девушка подумала, что у щенка есть хозяева, ведь когда она его заметила, его как раз фотографировал кто-то из прохожих. Этих людей, разговаривавших с песиком и делающих снимки, девушка приняла за его хозяев, но когда люди начали уходить, а песик попробовал идти за ними, они начали прогонять малыша. Люди кричали и топали, а щенок в страхе прижимался к покрытому льдом асфальту. Когда девушка позвала малыша, он тут же подбежал к ней, дружелюбно виляя хвостом. Понимая, что в мороз мокрый и голодный малыш на улице не выживет, девушка забрала его с собой. Подходя к дому со щенком на руках, девушка пыталась понять, что делать с малышом дальше. Дома ее ждали 7 собак, которых она спасла с улицы, и для еще одного щенка у нее просто не было места, но оставить его на улице значило обречь на верную смерть. Раньше у щенка явно был дом, ведь он не боялся людей, а его мокрая шерсть все еще пахла маминым молоком. Возможно, хозяин его мамы просто выбросил на улицу всех малышей, чтобы не утруждать себя поисками семьи для них. Много сказано о необходимости стерилизации домашних животных, но все еще есть люди, которые предпочитают обрекать малышей на смерть, а не решать проблему, отвозя своих питомцев в клинику для простой процедуры.